Как скавины успевают плодиться в такие орды? Чего там у длинноухих эльфов с их пестиками и тычинками? Как рождаются зеленокожие малюточки-орки? Ну и все вот эти вот дела с размножением рас во вселенной Warhammer Fantasy. Сегодня, друзья мои, разберемся в этом вопросе. Потому усаживаемся поудобнее. Гарантирую, стулья в моем заведении не имеют недостатков в виде пик точеных и прочих дел. А выпивка у нас самая добротная. Но для тех, кто подписан на канал и вальнул из бумпалки в колокольчик, есть невероятная возможность получить и пинту багманского. Это был, да, намек такой. Ага. В общем, все по местам, давайте-ка приступим. Итак, друзья мои, глядите-ка сюда. Вот туточки у нас крысюки. Они же скавины. Прекрасные ребятки, маленько безумные, обитают в не самых уютных местах. Если конкретнее, то во всяких там подземельях, канализациях и пещерах. А еще их до хрена. Прям целое вонючее, серое, визжащее море. Но мы не о том. Смотрите-ка, метаболизм скавинов протекает в весьма бурном ритме, достигая пределов во всплесках адреналина, когда они злятся или им угрожает опасность. Именно из-за подобной гиперактивности и происходит их молниеносная реакция, бесконечная поспешность и легендарная скорость скавинов. Эта же скорость касается и их размножения. Плодятся они, вообще невероятно быстро. Ну и выбора-то у них особого и нет, так как у бедняжек-крысюков с питанием туговато. Вплоть до того, что им приходится трупики кушать. Надо сказать, скудное питание в сочетании с повышенным метаболизмом вполне объясняет высокую смертность среди молодых скавинов, немногие из которых могут прожить более пары-тройки лет. А потому, собственно, надо ж как-то размножаться. Удивительно, но практически ничего не известно о женщинах скавинской расы. Единственными, видевшими их, являются гномы, которые изредка в ходе многострадальных и беспощадных войн, ведомых двумя расами в скрытой от дневного света глубине пещер, прорываются в обширные родильные норы. Отчеты гномов утверждают, что скавинские женщины очень редки, огромны по размерам, ленивы и не совсем разумны в большинстве своем. При этом они, предположительно, производят на свет выводки просто немыслимых размеров. В год самка скавинов рождает от 3 до 20 малюточек. Ну вот кто папаша, я так и не смог выяснить, уж увы. Ну а что ж касается, допустим, длинноухих, давайте-ка лучше в них поковыряемся. В Warhammer Fantasy у эльфов есть классическая триада. То есть всякие там высшие, лесные и темные эльфы. И все они сделаны по классическим лекалам. Ну, разве что с небольшими отличиями. Но, в общем-то, это несущественно. Любопытно, что эльфы размножаются не как прочие расы. Процесс создания эмбриона очень такой многоступенчатый, во время которого любящий папаша может даже повлиять на то, каким вырастет его малютка. Но вне зависимости от своего происхождения, все эльфы долго живут. Некоторые даже говорят, что они бессмертны. Физиология их такова, что они все высокие, стройные, с грациозной ловкостью и сверхъестественным взглядом. И вроде как по ним все понятно. Но вот что меня больше с эльфами смущает, так это отсутствие полуэльфов в Fantasy Battles. Может быть, продиктовано это в первую очередь идеологическими причинами. Ну, все же мы знаем про эту всю их важность, надменность и прочие дела. Потому, думаю, сложно себе представить эльфичку, которая готова отправиться в постель к какому-нибудь кислевиту, от которого тянет ядовитым перегаром. Но, как говорится, на одной идеологии далеко не уедешь. Если нет прецедентов, значит, вполне вероятно, идет несовместимость между видами. Иначе Старый Свет давно бы уже был бы рассадником, так сказать, полу всех, включая полу-лизардов, полускавинов и так далее. Человек и в Африке, и в Сильвании человек. Да чтоб не с красивой-то эльфичкой. Вариант с насилием — еще один, между прочим, популярный сюжетный ход в фэнтези для обоснования появления на свет полукровки. Он, в принципе, тоже отпадает. Ведь хаситы живых эльфиек не оставляют.
Ну и в конце концов, вы видели в Вахе полуорков? Не видели, это раз. 2. Полугномов не видели? Не видели. Не видели, а почему? А потому что генокод у них разный, и структура ДНК, скорее всего, тоже. Вот, к примеру, родится ли что-нибудь нормальное от противоестественной связи козла с овцой? А? Или человека и обезьяны? Нет. А тут, в принципе, то же самое. К радости многих, они-то там во вселенной Вахи, наверное, играют, конечно, в палки-дырки, только пользы в виде прироста населения от этого маловато. А теперь давайте маленечко про орков. Да, зеленокожие бойзы. Орки — это, понятное дело, лучшие прирожденные воины во всей вселенной. Не только потому, что они сильны и агрессивны, но и потому, что им нравится воевать. Они нечувствительны к боли и легко переносят ранения. Скажете вы мне сейчас, у орков в Fantasy Battle нету самок. И тут я с вами соглашусь, информации о них нет нигде. Однако нам доводилось видеть фирменные миньки орочьих и гоблинских самок. Женщинами, конечно, назвать язык не поворачивается. Но, видимо, их выпускали чисто по приколу, для Blood Bowl и подобных вещей. Но в то же время повторюсь, на самом деле самок у них, да, нету. Искренне соболезную, пацаны, давайте как-то сами. Зеленокожие представляют из себя грибные споры, что эволюционируют и изменяются в зависимости от окружения. Эти споры попали на планету с приходом древних. Возможно, что споры зеленокожих — вирус или же часть какой-то расы. Но то, что они внеземные, это факт. Появление первых зеленокожих стало для древних поводом для беспокойства, потому что они были многочисленны, воинственны и, самое важное, их было крайне сложно уничтожить. О размножении и развитии зеленокожих известно, в принципе-то, мало. Однако, одна из теорий гласит, что после смерти зеленокожий или один из подвидов выпускает свои споры, что прорастают в земле. И со временем появляется развитая особь. Зеленокожие растут всю свою жизнь, но их размеры, понятное дело, зависят от положения в обществе. Чем больше власти, тем больше становится особь. Ну и в общем да, из всего этого мы можем сделать следующий вывод. Каждый орк является симбиозом двух биологий в одной структуре. Наряду со стандартной генетической спиралью каждый орк имеет спираль растительной или же грибковой основы. В общем, тут, думаю, все поняли. Пацанам не повезло. А мы перейдем дальше, к самому интересненькому. И посмотрим на зверолюдов. Чё там у них слышно, как они появились и продолжают размножаться-то. Для начала важно понимать то, что зверолюды не являются детьми природы. Они впервые появились на свет, когда врата древних были разрушены, открывая мир пагубному влиянию гнилого камня. Это влияние было таково, что привело к ужасным изменениям многих первобытных людей, награждая их разными мутациями. Так и были рождены зверолюди, наполовину люди, наполовину звери, соединенные в порождениях хаоса. Есть множество видов и подкатегорий зверолюдов, однако грубо их можно разделить на две категории – унгоров, соединяющих в себе худшие качества человека и животного, и горов – крупных особей зверолюдов, являющихся гибридом человека и какого-либо могучего животного. Судя по всему, у этих ребят с размножением все в полном порядке. Об их количестве можно лишь догадываться ведь, хотя многие ученые опасаются, что оно превышает число людей. Размножение у ребяток, конечно, суровое. Если не происходит, так сказать, естественным и добровольным путем, то те женщины, которых не сожрали после победы и которым, может, даже удалось сбежать от зверолюда после того, как этот негодяй, так сказать, надругался над ним, женщина вполне может родить такое дитя насилие. И если его не придушат по факту появления, то вполне вероятно выбросят в лес. Но процент таких должен быть очень немаленький. Это ж скольким деревням надо рожать по откату, чтобы довольно-таки приличное стадо собралось. Также бытует версия вот какая. Домашний и не очень скот. Тоже, между прочим, между там зверолюдами поговаривают неплохо. Если этот вариант верен, то все сразу становится на свои места. Это должен быть максимальный прирост в стаде.
Также стоит обратить внимание на вариант, что зверолюди развлекаются с местечковыми ведьмами. Но это, скорее всего, самый маленький процент прироста. Дело понятное, ведьм маловато, да и вряд ли она рожает со скоростью скавинской самки. Ну а касательно их собственных самок, в первой книге про Готрека и Феликса как раз упоминается зверолюдская самка. Они не набегают со всем стадом и не грабят караваны, а тихо сидят в лесу и воспитывают детишек. Вот как-то так у них. Так, думаю, на этом хватит нам сегодня ужасов. Я бы вам, конечно, еще всяких гадостей и мерзостей рассказывал по всяким этим вопросам, но, думаю, повременим. Не стоит. Во-первых, неохота отмывать полы после того, как вас вырвет, а во-вторых, просмотров нынче в таверне и так небогато, потому, коль желаете продолжения, то давайте, маленечко поделимся с друзьями этим выпуском, репосты, в общем, и все дела. Так сказать, встанем с колен. И все вот эти вот, пироги. Ну а если тебе, дружище, по душе мое безумное заведение, то, конечно же, ляпай по кнопке подписаться. Жахни с бумпалки по гребаному колокольчику. И если ты не скупой, то бросай звонкую монетку с пальцем вверх. Вот такие-то дела. А все полезные ссылочки, как всегда, в описании. А я, как всегда, откланиваюсь, прощаюсь. До скорой встречи, друзья мои. До встречи в фэнтези таверне!